Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 22 января 2022 года. Поговорим о народном празднике, поговорим о народных приметах на этот день, объясним, почему именно 22 января считается предательским и опасным днем, а также почему именно сегодня нужно постирать белье. Далее более подробно в этом видео, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет много полезной, важной, нужной и интересной информации. Всем приятного просмотра! Итак, друзья, 22 января мы с вами будем отмечать народный праздник Филиппов день. В православном церковном календаре это день почтения памяти святителя Филиппа II, митрополита Московского и всея Руси чудотворца. Другие названия этого праздника – Филипп, День Филиппа, и также называли это как День Евстратия. Филиппов день очень уважают в народе, хотя никогда люди не устраивали гуляний в честь этого праздника. Напротив, в этот день по традиции наши предки с самого раннего утра приступали к работе. Женщины обычно наводили порядок в доме, мыли полы, стирали белье. Мужчины же занимались тяжелой хозяйственной работой. И по народной традиции именно 22 января наши предки считали этот день опасным, так как верили, что сегодня может подняться нечистая сила, поэтому старались сегодня не конфликтовать и не спорить. На Филиппа женщины делали генеральную уборку и стирку. Мужики же пилили дрова, чистили двор, ведь за праздники и полениц поубавилось, и дом загрязнился. 22 января наши предки обязательно топили баню, в которой тщательно смывали с себя святки и просили у банника, а это банный дух, шапку-невидимку. Существовало в народе и поверье, что если войти в баню последним, подложив под подошву левого сапожка нательный крестик, а после сесть на пол и смотреть на стену, то броня всех и вся на свете, то на ругань выйдет старик-банник и отдаст такую шапку-невидимку. Хотя верили, что если человек добрый, то дух бани и так ее оставит, без всяких ритуалов и магических слов. Главное, хорошо ее поискать под лавками и по углам. Бытовала в народе и такая народная примета. Если на Филиппа привиделся добрый сон, то надо было его поскорее рассказать, для того, чтобы он побыстрее исполнился. Про плохие сновидения 3 дня никому не говорили, а лишь потом ими надо было поделиться. Тогда считалось, что они никогда не исполнятся. На ужин в день Евстратия и Филиппа готовили щи, которым кормили и семью, и странников. Не отказывали странникам сегодня и в ночлеге. Считалось, что отказ – это грех великий. Будут после ваш дом стороной обходить. Ну а когда в доме была девка на выданье, она должна была самостоятельно приготовить щи, на которые звали соседей, у которых были холостые парни, для того, чтобы они попробовали и поняли, что лучше хозяюшки, а значит и жены, им не найти, ведь у доброй хозяйки всегда щи хороши. 22 января было принято проводить различные ритуалы в бане, обращаясь за помощью к баннику, которого прежде нужно было задобрить половинкой ржаного хлеба и посыпанной солью. Если ваши именины выпали на 22 января, то знайте, что вашим талисманом будет полярная звезда. Даже простое ее созерцание на карте звездного неба поможет вам быстро восстановить утраченные силы. Тем, кому перестала сопутствовать удача, следует обзавестись украшением или изделием, изготовленным из янтаря.
А вот люди, рожденные 22 января, зачастую обладают качествами миротворца, поэтому их оберегом является один из самых дорогих камней – алмаз. Он обладает мощной силой и огромной энергией и способен наделять своего владельца властью, к тому же усовершенствовать его и дух. Конечно же, наши предки знали о том, что нельзя делать в день Евстратия и Филиппа. И самое главное, что нельзя было делать в этот день, это бездельничать. Такая примета появилась неспроста, потому что к этому дню заканчивались святочные гуляния и приходила пора браться за работу. Нужно было сделать генеральную уборку в доме, постирать белье, все вещи, обязательно заняться ремонтом инвентаря и нарубить дров. Верили люди, что тот, кто не прислушается к данному совету и продолжит вести праздный образ жизни, будет наказан. Начнутся у лентяя серьезные финансовые проблемы. Планы в одночасье рухнут, а также уйдет из дома удача и счастье. Нельзя было 22 января и ходить грязным, иначе могут напасть болезни, печали и тяжести. Поэтому сегодня в обязательном порядке нужно было посетить баню или сауну, чтобы, как говорили наши предки, смыть с себя святки. После баньки выходили свежими и обновленными, готовыми к большим свершениям. Не стоит в день Евстратия и Филиппа в бане судачить, иначе банник все услышит и проучит сплетника. Тот обожжется или уже уронит на себя что-то тяжелое. Запрещено народными приметами и сегодняшнюю работу делать быстро, потому что чудотворец Филипп не уважает тех, кто относится халатно к своему делу. Такого работника он может серьезно наказать, наслав на него хвори и неприятности. Поэтому 22 января любую работу нужно обязательно было довести до конца, сделать ее качественно и эффективно. Нельзя в день Евстратия и Филиппа над кем-либо глумиться. Таким поведением можно навлечь на себя и своих близких беды и горести. Поэтому 22 января нужно быть сдержанным в высказываниях, а язвительность и издевки были неуместны. Также 22 января, Филиппов день, нельзя было и пришивать пуговицы, иначе не сможете избавиться от старых проблем. Однако, если была у наших предков срочная необходимость пришить пуговичку, то, чтобы нейтрализовать действие народной приметы, нужно было обязательно трижды сплюнуть через левое плечо. Запрещалось сегодня ругаться и ссориться друг с другом. На поругавшихся посыплются проблемы и даже неприятности. Не стоит Филиппов день собираться в дальнюю дорогу, потому что она будет несчастливой. В пути могут случиться кражи, знакомства с неприятными людьми, а также проблемы денежного характера. Но если на 22 января запланирована поездка, от которой нельзя отказаться, то нужно перед тем, как выходить из дома, обязательно подмести пол впереди себя. Также не рекомендовалось в этот день пить и любые алкогольные напитки, играть в азартные игры, а также сквернословить. Таким поведением можно привлечь к себе нечисть, которая взбунтуется и начнет бедокурить. Иногда ее невозможно даже успокоить или даже задобрить. Поэтому в такой ситуации нужно поставить домашние тапочки носками к порогу и обязательно прочитать молитву «Отче наш». Как мы уже ранее сказали, 22 января это все-таки предательский и опасный день. И именно в этот день обязательно постирайте белье. Также сегодня, 22 января, будьте внимательными и осторожными. Также не забывайте, что сегодня, если вы спешите, то вы можете сегодня допускать ошибки. Также любую информацию вам нужно будет перепроверять. Достаточно это делать несколько раз. И также обращаю ваше внимание, что сегодня в людях будет проявляться достаточно сильный эгоизм. Поэтому люди будут ставить в приоритет только свои собственные потребности и перестанут думать о других людях. Поэтому будьте осторожны, и сегодня все желания очень будут опасны, то есть будут заманчивы, возможно, какие-то предложения, но они будут, с другой стороны, пустые. Также сегодня обязательно 22 января постирайте свое
белье в доме. И когда вы уже будете закладывать, стирать белье в стиральную машинку или насыпать порошок, или отправлять капсулы, кто как стирает, обязательно скажите 3 раза следующие слова. Грязь убираю, весь негатив стираю, а намерение привлечь достаток, изобилие оставляю. Истина. И нужно сказать эти слова 3 раза прямо как можно ближе к стиральной машинке. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 22 января 2022 года. По лунному календарю нас с вами сегодня ожидает 19 и 20 лунный день. Убывающая луна в знаке зодиака Дева. Вы знаете, сегодняшний день несет в себе тяжелую, напряженную и даже в какой-то степени опасную энергетику. Она просто витает в воздухе, поэтому непростой, достаточно тяжелый будет день, который будет способствовать напряжению всех человеческих сил, что связано с колоссальной энергией, которая спускается в этот день из космоса. А это означает, что человек в этот день сам творит свою судьбу. И только от его поступков и мыслей будет зависеть то, в каком направлении будет протекать его дальнейшая жизнь. Также обращаем ваше внимание, что избыточная энергия этого дня обостряет чувствительность, и человек становится уязвимым. В результате он может поддаться чужому влиянию со стороны, от которого потом будет очень трудно освободиться. Помимо этого, вы легко можете оказаться и сами манипулятором других людей в этот день. Все это может привести к иллюзиям, к самообману и неправильному выбору пути. Также будьте готовы к тому, что даже самые лучшие друзья и проверенные временем партнеры могут предать и предложить идеи, которые в скором времени обернутся против вас. Так что проверяйте любую информацию, которая становится доступной вам в этот день. Также обращаем ваше внимание, что сегодня не стоит доверять никому и даже ничему. Поэтому, если позволяют обстоятельства, 22 января лучше провести весь день дома и стараться никуда не выходить. В этот день хорошо очищать все материальное и духовное, душу, совесть, мысли, тело и свой дом. Желательно, чтобы в этот день в доме весь день горела свеча. По возможности посидите у костра, камина, при свечах. Полезно мысленно и покаяться в неправедных мыслях и поступках, избавиться от чужого влияния и также попытаться смирить гордыню. Что же касательно стрижки, то лучше постараться в этот день расквитаться со старыми делами, а особенно с долгами. В этот день лучше держать деньги ближе к себе, иначе вы рискуете их потерять и не тратьте их на себя. Также постарайтесь сегодня отказаться от процедур и услуг парикмахера. Результаты все равно вас сегодня, к сожалению, не обрадуют. Ваша карма не обрадуется и потере даже небольшой длины волос и может сыграть с вами злую шутку. Массаж головы или косметические процедуры не будут сегодня вредны или полезны. Вы можете сделать их просто так для себя. Что же касательно окраски волос, то окрасьте волосы сегодня натуральными красителями. Это привлечет к вам деловых партнеров. Сегодня необходимо расчесывать волосы через каждые 2 часа. Что же касательно предупреждений на 22 января, то следует сегодня остерегаться пьяных, а также людей, которые находятся под влиянием наркотических или сильнодействующих препаратов, так как такие люди способны нанести ущерб при этом не только моральный, но и также физический. Вот такой, друзья, у нас с вами день 22 января по лунному календарю.